Меня, конечно, как любителя всяческих приключенческих игр, не может не радовать то, что в последнее время на русском языке будет выходить все больше и больше тех самых приключений. Даже несмотря на то, что многие из них в жанре фэнтези, обычно это бывают очень интересные сюжетные кампании и классные жестокие бои. Итак, всем привет, с вами Юра, на столе у меня сегодня Arena The Contest. Это настольная игра, в которой есть сразу несколько режимов игры, каждый из которых забит всего лишь в одну эту коробочку. Вам предстоит возможность сражаться в боях PvP, то есть так называемых игроков против игроков, где вы до 8 игроков разобьетесь на 2 команды по 4 героя и будете месить друг друга на арене. Вы также сможете добавить себе гигантских боссов, которые вот стоят у меня на столе сейчас в эти команды, и сыграть специальный режим с битвой с боссами. Или вы сможете альтернативно сыграть приключения на много часов, кампанию, где вы, выбрав изначально себе героев, будете их прокачивать и продвигаться дальше по сюжету. Какой из этих режимов выберете вы, мне будет интересно узнать в комментариях, чтобы вам было бы интереснее всего. А я на основе режима битвы с боссами расскажу вам про то, как играется игра, ну и потом остановлюсь поподробнее на кампании. Но сначала начнем с небольшой прелюдии о том, что же это такой за мир Танарос. В этом мире когда-то давным-давно было много разных государств, но одно из них предпочитало не настраивать себе военную мощь, не увеличивать свои силы, а жить в мире и процветании. Они развивали лишь защитную магию, и вот эта вот их гармония с самим собой, друг с другом и с миром позволяла им быстрее, чем другим государствам, развиваться. Конечно же, они не обошлись без зависти от соседей. И их государство было разрушено объединенными силами соседних государств. Тогда разверзлось с неба, и с него спустились 2 дракона и прокляли всю эту землю, сказав, что каждый раз, когда массово будет кровопролитие, то на землю будут спускаться катаклизмы, которые не дадут ни одной из сторон в этой войне победить. Прошло несколько поколений, и это проклятие стало забываться, люди начали не верить в него и объединились вновь против одного государства, которое уже на силах магии процветало как миролюбивое. И вот когда силы опять объединились против него и началась огромная война, они осаждали этот город, разверзлась в этот раз и небо, и земля. И это был не природный катаклизм, который до этого происходили в местах войн, а он был какой-то сверхъестественный. Из земли полезли какие-то твари, кругом все покрылось туманом, государство это и все те, кто на него нападал, соответственно, почили, а это место стали называть пустошью, потому что больше ничего не росло и бегали монстры. После этого все государства были объединены одной империей, и император установил законы, где никто не имеет права никого, соответственно, там нападать и так далее. Никто, в принципе, не имеет права обладать вооруженными силами, ни одна волость, никто, в принципе. А все вопросы, которые решались в другие времена с помощью жестокости, нападений и войн, решались на арене, которую этот император сам учредил. То есть вопрос решался следующим образом. Вместо того, чтобы начинать войну с соседями, отправьте нескольких героев, своих самых лучших воинов на арену. Это кровопролитие будет не массовым, и, соответственно, никакие катаклизмы вас не затронут. И таким образом была установлена арена, где решались многие вопросы. Заодно, соответственно, это были зрелища, куча денег поплыла в это государство, и, в принципе, все были довольны. Армия была только, соответственно, у империи, и она занималась правопорядком и сохранением законности для того, чтобы никто ничего плохого не делал. В том числе, как бы, она приводила в исполнение все решения, которые были приняты в результате побед на арене той или иной страны. Но время проходит, а оказалось, что вот эта самая пустошь начинает разрастаться, и что монстры из нее нападают на соседние, граничащие с ней поселения. И вот если вы играете сюжетную кампанию, то вы отправитесь как раз разбираться с тем, что там происходит, потому что какие-то ученые на границе с этой самой пустошью нашли способ разрастания пустоши остановить. Но их похитили орки, которые занимаются подрывом всей государственности империи и хотят, чтобы на земле царило зло. Как всегда, вы, светлые герои, идете бороться с тьмой, и для начала вам нужно будет этих самых ученых спасти. Ну, раз уж я заговорил про компанию, давайте я расскажу дальше, как компания разыгрывается. Компания разыгрывается с помощью вот таких вот 2 книжечек. Одна из них, соответственно, дает вам полностью сюжет, и вот здесь у вас находится карта. Вы сможете посмотреть, куда вы путешествуете и в какие места. Вот здесь вам дается изначально сюжет компании, и под каждую миссию вам будет также даваться сюжет ее, сюжет начала и сюжет, соответственно, конца. Интересно то, что вся кампания, она пестрит различными головоломками, которые вам нужно будет решать в ходе игры. И, на мой взгляд, это очень неплохой вариант. Некоторые головоломки вы будете посмотреть ответы только в виде QR-кодов. То есть вы будете заходить на специальную страничку в интернете, где будете вбивать ответ. И если ответ неправильный, вы, соответственно, правильно себе не подсмотрите, пока не отгадаете. Что, в принципе, очень неплохо. Кроме того, для того, чтобы вы играли кампанию,
у вас будет такая вот огромная колода, которая вам будет скрываться время от времени, либо одни карты, либо другие карты, вам будут говорить, какие из них открыть. И первая карта, которую вы откроете, будет как раз вот такая карточка. Как вы понимаете, это тоже головоломка, и не решив эту головоломку, вы не войдете даже в первый сценарий кампании. На мой взгляд, когда в игру добавляются головоломки и всякие неожиданные механики и интересности, даже если они встречаются всего лишь один раз за кампанию, это очень сильно улучшает впечатление от прохождения кампании в целом. Также, соответственно, у вас будет вот этот вот квест-гайд. И этот квест-гайд — это все сценарии кампании, их раскладочка. Выглядят они, конечно, как в играх там 90-х или начала 2000-х. То есть, в принципе, оформление у игры достаточно такое архаичное, я бы сказал. Но сценарии играются достаточно бодренько, и вы постепенно будете их проходить. Есть сценарии, которые можно играть один против всех, то есть один играет за босса какого-то, а другие игроки играют за обычных героев. Есть сценарии, соответственно, которые играются в рамках кампании, или можно сыграть их отдельно. В ходе кампании ваши герои будут получать различные карты в виде там свитков, различных сил, улучшать свои способности и получать новые карты. Но все, как это работает, вы увидите, когда я сейчас буду рассказывать вам про то, как играется режим босс против босса. Итак, каждый выбирает себе героя. На стороне в этом режиме 3 героя и босс. Босс получает карточку своих способностей, при этом они для боссов, когда вы играете с игроками и за босса, это одни карты, а когда вы играете с боссом в рамках кампании или в рамках сюжетного сценария, у него абсолютно своя колода искусственного интеллекта, который он будет делать вам неприятно. Расставляем игровое поле, оно фактически разбито на 3 с небольшим зон. Есть зона логова одного босса, зона логова другого босса и центральная зона. В центральной зоне есть вот этот вот квадрат, так называемое место силы, где ваши герои будут чувствовать себя хуже, потому что у них будет хуже защита, но будут давать вам дополнительные эффекты, и про них мы говорим прямо сейчас. Поэтому давайте разбираться, как играть в Arena The Contest. Итак, боссы выбраны, герои выбраны. У каждого героя на планшетике есть 4 его способности. 2 из них — это способности, которые вы сможете применять сколько угодно раз за игру, а оставшиеся 2 — это одноразовые способности. Чтобы вы помнили, как это происходит, у вас все эти же 4 способности есть на карточках. Но если вы применили одноразовую способность, карточка просто сбрасывается, чтобы вы помнили, что вы больше эту способность применить не сможете. А еще у каждого героя есть пассивные навыки, вот здесь вот они внизу указаны, и у всех они достаточно разные. То есть у целителей обычно это навыки, которые помогают вам исцелять дополнительно, то есть когда вы даже будете кого-то атаковать, если вы сделали все правильно, вы сможете кого-то подхилить. У танков это обычно способности, которые мешают врагам атаковать других игроков или защищают вас, а у тех, кто наносит урон, это, конечно же, способности, которые будут делать больно оппонентам. Все персонажи в игре разбиты на классы по цветам, и это класс, например, там дальнобойные — это синие персонажи, персонажи-контроллеры — фиолетовые, персонажи тактики — это оранжевые, вот у меня, например, ассасин здесь вот оранжевая, хиллеры зелененькие, есть персонажи белые, это типа уникальные персонажи совсем, серые танки, и вот набрав себе команду из 4 разных персонажей, вы отправляетесь в это самое подземелье, в данном случае на арену. Забавным фактом является то, что здесь, чтобы снизить количество жетонов, которые в игре в принципе используются, есть общий трек здоровья, и на нем просто жетонами вашей команды выделено, сколько у вас здоровья. То есть, например, если у нас сейчас наш танк начинает с 70 жизнями, его жетончик серенький вот там. И у одной команды жетон шестиугольный, у другой круглый. Для удобства все сделано. В этом конкретном режиме, кроме босса, у босса будет также каждого будет 2 приспешничка, они тоже делены цветами, и тоже их жетончики лежат вот здесь. И будет узник у каждого босса. Если команда оппонента, именно герой команды оппонента, добегает до этого узника, узник становится вашим союзником, вы переворачиваете его карточку, и он получает свои атаки и сможет также действовать в фазу босса. А еще есть сундучок, который дает вам всякие прикольные классные эффекты. Итак, что же нам нужно будет делать? Нам нужно будет ходить по этому подземелью и постараться снести боссу 280 жизней, при том, что средняя атака у вас это 8-12 урона. Это звучит очень плохо, правильно? Получится так, что в игру мы будем играть часов 6, а может быть 9. Но все не так плохо, как кажется на первый взгляд, потому что есть специальная механика. У каждого босса, вот здесь вот, есть шкала так называемого заряда. Как только вы доходите вот этим жетончиком до 4-го заряда, вы сразу вносите ультимативный заряд в босса оппонента, неважно, где он находится и где бы вы ни находились. Этот ультимативный заряд сносит 70 жизней боссу сразу. За одним исключением, если его команда выбросит на кубике 16 или больше, то это будет не 70 урона, а 50. Вообще, в принципе, игра по себе сама очень агрессивная, очень жестокая по отношению к героям, которые у нас на столе находятся, а не к игрокам, которые сидят за столом. Потому что практически в каждом
ударе, даже если вы промахнулись, и промахнуться здесь достаточно сложно, вы все равно наносите какой-то урон. Обычно, если, соответственно, вы используете для этого обычный удар, то поменьше урона, а если специальный удар, то прям побольше урона. Итак, игроки разбиваются на команды. Сначала ходит один персонаж у первой команды, потом один персонаж у второй команды. Для того, чтобы определить, как наш персонаж ходит, нам нужно понимать, что он может свой ход сделать одно движение и одно любое другое действие. Любое другое действие — это может быть еще одно движение, в данном случае на 6 клеточек, и либо сделать одну из атак. Итак, давайте начнем с нашего ассасина. Ассасин идет на 1, 2, 3, 4, 5, 6, допустим. И встает здесь. Персонажам желательно очень находиться вот в этой зоне, потому что если вы заканчиваете раунд в этой зоне персонажем, то вы сразу получаете себе один зарядик. То есть не ход персонажа, а именно раунд. Вас, конечно, могут оттуда постараться выбить оппоненты, и они будут стараться это делать. И делать у них есть для этого различные способы. То есть есть возможности, например, убить просто персонажа, или, например, вытолкать персонажа из зоны. И если мы, соответственно, окажемся в итоге вот здесь, то никакой заряд мы не получим. Но есть и минус нахождения в этой зоне. Когда вы находитесь в этой зоне, ваша защита, которая изначально у вас, например, 7-я, станет всего лишь 4-й. А это значит, что оппоненту, чтобы по вам попасть, на 20-гранном кубике достаточно будет выбросить не 7-ку, а 4-ку. Хотя 7-ки попадать достаточно просто. Потом, соответственно, ходит команда оппонента, ходите вы, ходит команда оппонента, ходите вы, ходит команда оппонента, ходите вы. Когда все три персонажа, они именно в определенной порядке должны быть активированы, у вас сходили, переходим в фазу босса. В фазе босса сначала мы получаем заряды за то, что находятся персонажи здесь, а потом ходит сам босс. И босс свой разыгрывает свои способности. И вот здесь как раз каждый босс будет уникален. Уникален причем настолько, что, например, у того босса, который у нас есть, Гидра, есть персонаж, несущий ее голову. Вот здесь вот он будет атаковать, соответственно, через ее голову и потом еще вжаривать сам. У этого демона, у Эль Диабло, так называемого, он считается, что находится и видит изо всех стен, кроме тех стен, которые смотрят в логово оппонента. То есть, где бы мы ни находились, около какой стены бы не были, мы, соответственно, видим персонажа и можем вносить ему свои атаки. И при этом, если у того босса на игровом планшете прямо написаны его атаки, то этот босс разыгрывает специальные карточки. И вот если он разыграет эти карты все, то у него будут еще более мощные атаки, которые уже написаны на планшете. То есть каждый босс играется уникально, у каждого босса разные параметры, разные тактики, разные техники, и по-разному он издевается над персонажами оппонента. В частности, еще боссы дают, например, способности специальным персонажам. Например, наш босс говорит о том, что если персонаж попал своей атакой по какому-то из оппонентов, и этот оппонент находится в 2 или менее клетках стены, то его можно притянуть к ближайшей стене и нанести ему урон, потому что стены руками вот так вот затаскивают его в себя. После того, как ваши боссы отходили, приходит фаза миньонов. И миньоны, соответственно, также бегают ваши. В данном случае у нас миньоны — это культисты. Они бегают на 5 клеточек, которые указаны у них, они побегут вперед и будут стараться, конечно же, добежать к боссу. Элементы ландшафта бывают в игре разные. Вот это, например, труднопроходимый ландшафт, и чтобы через него проходить, нужно потратить 2 очка движения вместо 1. Порталы, соответственно, связаны все между собой. То есть, например, моя ассасинка может из этого портала прыгнуть в этот или в этот, причем в любую его клетку. И, соответственно, шипы — это зоны, войдя в которые, или если вас столкнут в которые, вы получаете 4 урона. Кроме этого, в игре, соответственно, даже в этом режиме есть специальные талисманы. Это вот такие вот штуки, которые дают с вашим персонажем специальные способности, и вы сможете прокачивать их в начале каждого раунда. Игра в целом сама по себе с каждым раундом нагнетается все больше и больше, потому что, во-первых, вы наносите все больше урона, и это уже напрягает немножко ваших оппонентов. Потом, соответственно, ваши талисманы прокачиваются, вы получаете новые способности. И ваши боссы, соответственно, теряют потихонечку жизни, а за счет потери жизней, когда босс теряет жизни, жетончик, который вы сняли оттуда, там 70-й жетончик есть, выкладывается на вот эти способности. И ваши миньоны могут получить больше здоровья, ваши герои могут получить больше урона, ваш босс может получить специальную способность, защитную от чужих миньонов. При этом, как вы понимаете, победить босса можно разными способами. Можно стараться хранить героев как можно больше здесь, исцелять их для того, чтобы ваши герои как можно чаще находились в центральной зоне, несмотря на то, что атаки и боссов, и других героев за счет этого по ним будут наносить им урон гораздо проще, но тем самым накапливать себе эти заряды и вносить боссу сразу массированный урон. Альтернативно, конечно же, вы можете отправлять своих героев просто в логово босса и бить его там. Также вы можете пойти подобрать сундучок, который даст вам усиление и сразу даст 2 заряда, что тоже как бы приводит босса оппонента к смерти. Можно освободить узника, который обладает специальной способностью, такой же, как обладают миньоны вашего босса и босса оппонента. У них специальная атака, которая наносит 35 урона по боссу. То есть представьте себе, что если два миньончика просто рано или поздно добегут вот сюда, если они это сделают там, через один портальчик, через другой, а они будут идти вперед, что в целом немножко напоминает вам игры в жанре моба, где у вас бегут всякие миньончики и тоже пытаются забить вашу базу, то, попав оба раза, они просто снимут
вашему оппоненту 70 жизней. Это так же, как полный заряд. А этот товарищ умеет делать то же самое, то есть если вы спасли его в той зоне, он умеет делать это еще и на расстоянии, то есть вы прибежали героем туда, спасли его, этот в этом же раунде пойдет вперед и еще валит босс еще 35 жизней. То есть здесь нужно будет вам балансировать между тем, насколько хорошо вы хотите своим персонажем держаться в центре, на то, насколько вы хотите, чтобы ваши оппоненты не держались в центре, при этом прикрывать своих миньонов, которые идут вперед, и валивать боссу урон, при этом все время стараясь не помереть самим. Потому что атаки боссов, конечно, наносят очень-очень много урона. Еще важный и интересный момент в том, что у всех персонажей, включая боссов, есть специальные карты, вот эти, которые, как я сказал, специальные способности. Но за раунд только один из вашей команды сможет ее применить. Для этого у вас есть такой жетончик. Если кто-то его применил, вы переворачиваете на вот эту сторону. И больше ни один персонаж до конца раунда не сможет специальную способность применить. А для того, чтобы сравнить, насколько специальные способности круче, чем обычные, давайте посмотрим на все того же Ассасина. Обычная способность говорит: нанеси 10 урона и повесь эффект. Эффект этот говорит, что персонаж получает себе замедление. Специальная способность: вы двигаетесь на 8 клеток, игнорируя стены, врагов и что угодно, и вносите 25 урона. То есть, в принципе, находясь вот здесь вот, моя ассасинка может побежать к боссу сквозь эту стену, сквозь что угодно, и сразу впаять ему 25 урона. Или, например, вот отсюда она могла бы оказаться сразу вот здесь, впаять боссу 25 урона, и при этом еще открыть сундучок, получив себе 2 заряда и прокачав талисман. Круто, круто. И при этом персонажи есть дальнобойные, есть персонажи, которые, соответственно, дерутся в ближнем бою, есть талисманы, которые увеличивают ваш радиус, и ваши персонажи дальнобойные станут еще более болючими. То есть даже стоя, например, вот здесь, в линии видимости вы, в принципе, видите достаточно много. И можете, соответственно, атаковать отсюда. А чтобы атаковать вас, нужно будет подойти ближе. В игре большое достаточно количество различных статусов. При этом статусы эти противоположные друг другу. То есть, например, у нас есть, соответственно, проклят или благословлен. Статусы друг друга нивелируют, но как бы каждый из них дает как раз абсолютно разнообразные способности. То есть, например, там ослабленный вы наносите меньше урона, усиленный вы наносите больше урона и так далее. Все статусы эти тоже навешиваются оппонентами. И насколько как бы разнообразны в игре боссы, могу сказать, что, например, вот этот босс навешивают такие статусы, которые даже снять нельзя. То есть у него вот эти карты 4 штуки, как бы они, кроме того, что навешивают много урона, они еще и вешают статусы, которые оппоненты снять не смогут никогда, даже если они умерли. На всех тех же механиках, то есть все с теми же самыми компонентами на игровом поле у вас раскладываются подземелья. Выглядеть они могут, например, вот так вот, когда у вас в центре стоит босс, там выкладываются какие-то жетончики в виде сундучков и так далее. И вы, соответственно, уже в кооперативном режиме, если играете в режиме кампании или отдельный сценарий, будете делать все то же самое. Только у боссов и у врагов будет свой собственный искусственный интеллект. У врагов своя колода карт специальная, которая на всех врагов говорит, что они будут делать в этот ход, кого будут желать выцеливать и на кого будут охотиться. У босса своя колода карт, которая просто говорит, что он конкретно делает и кого и как будет бить. То есть, если разобраться с правилами игры, игра в целом достаточно простая. Вы ходите по игровому полю, осматриваете, где у вас элемент террейна и кого вы видите, и, соответственно, вжариваете всем. В сценариях же эта простая баталия будет промеживаться тем, что вам нужно будет выполнять определенные цели, и иногда выполнять их нужно будет достаточно быстро. То есть, например, в первом том же самом сценарии вам нужно будет спасти 3 вот таких вот узников, постараться, или спасти как можно больше, пока орки не убили их, и, соответственно, сбежать вместе с ними, но при этом во время самого сценария у вас могут добавляться новые цели, новые задания, которые вам нужно выполнить для того, чтобы успешно его пройти. Сюжетная кампания, она нелинейная. Иногда перед вами будут стоять выборы, в какую сюжетную ветку пойти дальше, то есть пойти в одно место или в другое место, например. Или от ваших выборов, которые были до этого, будут вам даваться ключевые слова, и в зависимости от того, какие у вас есть ключевые слова, вы уже будете двигаться в том или ином направлении. То есть за одно прохождение кампании вы все возможности, которые в ней есть, не увидите. Еще мне что особо понравилось в ней, это вот такая штука. Я убил спойлеры, вы увидите там достаточно много текста. Если вы, например, играли в Fallout, для меня это очень хороший пример сюжетной игры, то в конце игры вам всегда показывали, что случилось с теми местами, в которых вы бывали, или с теми людьми, с которыми вы общались. Вот здесь, соответственно, выполняя определенные действия, там, например, спасая тех же самых каких-то людей, или захватывая какие-то предметы, или помогая кому-то, вы получаете себе ключевые слова. И в конце кампании, в зависимости от того, какие ключевые слова у вас есть, вам расскажут разное, что с этими персонажами или местами стало. Это очень прикольно. Так что, если вас не пугает внешний, достаточно, как я уже сказал, архаический вид игры, имейте в виду, кстати, что вот эти вот пластиковые штуки, они не входят в базу, там такие же картоночки, а с пластиковыми стенами все-таки игра выглядит гораздо лучше и гораздо более читабельно на игровом поле. И вы хотели бы себе веселую арену, простую, которая играется за 1,5 часа, и да, как раз за счет того, что вы вот этими бластами
сносите боссу массированно здоровье, и за счет того, что у вас есть вот эти вот 2 миньончика, которые тоже могут внести ему много урона сразу, игра играется достаточно быстро, то есть за 1,5 часа можно ее сыграть, при этом разделив роли. Можно вовлечь в игру сразу до 8 игроков, которые каждый будет понимать, что он делает что-то полезное в команде, и вы еще будете это обсуждать. Либо, соответственно, если вы хотите сюжетную игру, и чтобы это еще было 2 в 1 в одной коробке и сэкономить место на полках, то Arena The Contest может вам для этих целей подойти. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!